Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, и я рада вас приветствовать у себя в гостях. Несмотря на то, что тыква хорошо хранится всю зиму, хочется приготовить из нее интересную и вкусную заготовку. Предлагаю варенье из тыквы и лимонов. Это два составляющих, которые отлично дополняют друг друга. Даже те, кто не любит тыкву, варенье ее полюбят. А для рецепта мы берем тыкву, лимоны и сахар. Тыкву и лимоны мы хорошо промываем. Дальше с тыквы мы очищаем кожуру и удаляем семена. Очищенную тыкву нам надо нарезать на брусочки. Приблизительно вот такого вот размера. Сверху тыкву засыпаем сахаром. Немного перемешиваем. Так, хватит немножко буквально. Дальше берем лимончик, отрезаем вот эти вот хвостики, они нам не нужны. Можно просто кружочками разрезать и выкладывать на тыкву, а можно поделить на четвертинки. Я сделаю на четвертинки, мне так будет удобнее косточки удалить. Убираем косточки и выкладываем дольки лимона сверху на тыкву. Оставляем тыкву постоять часа на 2, чтобы пустила сок. Прошло 2 часа, тыква вот пустила столько вот много-много сока. Можно теперь все это перемешать. Теперь включаем нагрев, поставим на средний и доводим до кипения. Как только варенье закипело, убавляем огонь на минимальный. И варим варенье в течение 15 минут. 15 минут прошло, можно отключать нагрев. И оставляем варенье настаиваться в течение 8 часов, без крышки, вот так вот открытым. Тыквенное варенье в общей сложности уварилось в течение 2 дней. То есть я его через каждые 4-6, ну когда 8 часов нагревала, 15 минут проваривала и оставляла до полного остывания. В итоге у нас получилось вот такие вот цукаты. Это вот лимончик и вот тыква. Если видно, она вот прозрачная, как янтарная получилась. Очень вкусно. Мне говорят, тыква только в таком варианте нравится, только вареньем. Лимон тоже попробуем. Ну, как цукаты лимон получился. Так, теперь мне нужно последний раз проварить и закатать по баночкам. Варенье закипело, теперь можем его раскладывать по баночкам. Берем стерилизованную баночку и выкладываем варенье. Огонь можно уже выключить. У меня получилось вот такие вот 3 баночки прекрасного янтарного варенья. Даже язык не поворачивается называть это чудо вареньем. Это, скорее всего, такой неимоверно вкусный тыквенный десерт. Может быть, у меня было бы и больше варенья, получилось баночек на одну больше, потому что в процессе приготовления мы его всей семьей подъедали немножко, пока готовилось, пробу снимали. Итак, горячие баночки мы укутываем хорошо и оставляем полностью так остывать, Дальше баночки хранятся при комнатной температуре в кладовке. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!